Привет! Этот расклад для вас на тему «Кто вы для него в момент просмотра, а кто он для вас?» И как дальше будут складываться ваши отношения, есть ли у вас будущее вместе, что он о вас думает и что он к вам чувствует. Расклад на картах Таро, и Таро глубже всего показывают вашу ситуацию. Актуально будет именно в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». Я беру карты вначале из старших арканов, а потом из младших. Старшие арканы показывают просто и ясно, кто вы для него и кто он для вас. С левой стороны вы будете, а с правой стороны будет он. Младшие арканы, они более бытовые, и они покажут, что вообще между вами происходит на глубинном уровне, что он будет делать, вот такие всякие бытовые тонкости, детали. Когда я выложу, я буду вам трактовать расклад. Вы можете расслабиться, смотреть на экран или не смотреть и представить вашего мужчину, не напрягаясь, как бы со стороны. Представьте себе, что вы себе сам консультант, и вы сами пришли к себе на консультацию, к своему высшему внутреннему «я». А это ваш внутренний голос, с которым вы каждый день разговариваете. И вы сами у себя спрашиваете: окей, я его люблю, а любит ли он меня? Как раз этот расклад и покажет, что он будет делать дальше, какой он меня вообще видит. Часто так бывает, что мы думаем, что нас видят вот такими глазами, какими мы видим себя как бы изнутри. А на самом деле человек может иметь свое представление о вас. Все покажут карты. Вы просто доверьтесь им и ничего особо не загадывайте. Просто подумайте о каких-то приятных моментах с вашим мужчиной. Что было между вами хорошего? Наверняка же было, правда? Улыбнитесь ему, представьте себе его в своей же комнате, если его нет с вами рядом. Кстати, расклады можно смотреть тоже двоим. Но если вы ему доверяете только, если вы на душевном уровне общаетесь, как такие друг души, если он вам, да? И если вы поссорились, не представляйте те слова, которые вы сказали друг другу, а просто абстрагируйтесь немного. Сейчас начну вам подробно трактовать расклад. С вашей стороны вышла карта повешенной. И это вы. То есть он видит вас как человека вдумчивого, аккуратного, очень дисциплинированного, наверное, слишком дисциплинированного. И человека, который всегда с собой как бы наедине в раздумье. То есть вы любите все взвесить, вы любите все проанализировать, вы не спешите с выводами. То есть где-то он к вам хочет даже дотянуться. Вы здесь показаны, как по астрологии, это четко показано на 4-й дом гороскопа, то есть на дом домашний. Это недвижимость, ваши отношения в семье, если вы с ним женаты. Либо же это может быть будущее показано. Он сделает предложение, и вы будете жить вместе. Здесь уютный, прекрасный дом, потому что у вас голова иллюминирована в солнце. Понимаете? То есть показано, что для вас, как для женщины, как для человека, очень важна личная жизнь, ваше солнечное «я». И в личной жизни вы любите порядок, вы любите, чтобы не было грубых слов и скандалов, вы ненавидите скандалы. И вот он такой вас видит, ну что ж, довольно хорошо. Каким вы видите его и кто он вообще сам по себе? Вышла карта «Звезда». Кажется, да, женщина изображена. Но женщина – это один из 8 конечных окончаний звезды, да, которая вышла на Землю. Это воплощение, его воплощение на этой Земле. Оно звездное, в принципе, как и воплощение любого человека звездное. Но здесь он представлен такой картой. И вы его видите ярким, интересным мужчиной и, может, даже ревнуете к другим женщинам. Вам кажется, что он популярный. Звезда – это популярность. Я хочу сказать, как предсказатель, здесь видно тоже его будущее. Он может быть прославленным, то есть он может добиться многого в жизни, в его профессии, чем бы он ни занимался. Даже если он автомеханик, у него может быть своя мастерская со временем. То есть он со временем будет открываться, как эта звезда, и будет хорошо зарабатывать. Его будущее яркое, звездное, да, прекрасно. А также эта карта показывает, что он вам по судьбе. Звезда – это судьбоносная карта. Этот мужчина вам по судьбе. Ваше будущее было предрешено. Понимаете, встреча, если у вас она только состоялась, она была предрешена свыше. Он вам по судьбе.
Если вы с ним живете, вы от него никуда не денетесь, вам быть вместе, поэтому нужно научиться договариваться. У вас нет выхода, вы не расстанетесь. Ну, в смысле, нет выхода в хорошем понимании этого слова. И некоторые девочки смотрят меня, у них нет пары, и правильно делают. Потому что в раскладах часто исцеляется то, что нужно исцелить из памяти рода, из каких-то, знаете, если был негатив, и они открывают себе дорогу на любовь. Поэтому я тоже проговорю для тех, кто не имеет еще пары. Звездный час уже вот-вот на пороге, и вы познакомитесь с очень интересным для вас мужчиной. Вы просто не должны волноваться об этом, потому что вы характеризуетесь картой повешенной, а это человек такой, знаете, который не парится. Это у вас заложено в вашу ДНК, но, может, вы еще этим не пользуетесь, и вы очень как бы интенсивно понимаете жизнь, да, обижаетесь на обстоятельства всевозможные. Естественно, обстоятельства бывают у всех, но карта повешенной говорит, что вот этот мир, такое умиротворение в душе, очень хорошая карта, кстати, вам необходим для семейного счастья. Вот так. Вы его видите немножко с ревностью, и ревность это может быть родовая, он, может, повода не давал, а такая родовая, ученые говорят эндогенная ревность или же родовая, она вам передалась по наследству, может быть, да. Но, кстати, вот что у него карта звезда, может быть, он и вас тоже ревнует, это возможно. И он хочет, чтобы вы были дома, да, он вас видит как повешенный, то есть он хочет, чтобы вы сидели дома, ему нравится домашняя женщина. Если вы только встретились, вы должны знать, что вашему мужчине нравится вот домашняя женщина, за которой он ухаживает, для которой он добытчик. Вот у него такие традиционные взгляды на семью. Если у вас в будущем будет семья, да, у каждого по-своему. А теперь в двух словах протрактуем эти три карты вокруг вас и вокруг него, чтобы пойти дальше. И самая главная здесь карта – это король Пентаклей посередине. Потому что она говорит, что будет между вами и как будут развиваться ваши отношения, так как я загадала в начале. Всегда нужно загадывать в начале расклад, и позиции всегда должны быть определены. Так вот здесь король Пентакль говорит, что будет счастье, будет дом, полная чаша. Я хочу сказать, что без финансового благополучия часто семьи несчастливые. Ну, хотя бы понимать, как мы финансово благополучны. Понимаете, очень важно вам осознавать, что у вас хватает всего. Оно все начинается с головы и сердца, конечно, да. Потому что самый богатый человек может чувствовать себя бедным, если он думает, что сосед еще богаче, да. Ну, что-то я не такой, как сосед. То есть богатство, вот понимание, что я не бедный, оно идет, конечно, с головы, с понимания своей жизни. Но в любом случае король Пентаклей и звезда, мужчина будет зарабатывать, и вы будете жить безбедно. А раз вы будете жить безбедно, у вас будет мир и покой в вашей семье. Потому что деньги нам нужны не для того, чтобы хапать и покупать себе лишнее, что нам не нужно. Нам нужны простые вещи для жизни. Деньги нужны в семье для психологии. Понимаете, чтобы чувствовать, что у нас все будет хорошо дальше, у нас есть деньги. Вот для этого, чтобы не ссориться, нужны деньги. Вы думали, для чего? Для того, чтобы там эти модные сумочки покупать. Ну, для этого тоже, если у вас есть больше денежек. Но не обязательно. Без них тоже можно жить, да? А без покоя, мира в жизни, в семье жить нельзя. Девочки, кто-то мне там пишет, что всегда только о семье. Это неправда. Я всегда 3 главные позиции рассчитываю. Кто только встречается, кто еще не встречается, а себе ищет пару, и кто уже в семье живет. Да? Если показывает на треугольнике, я обязательно говорю. Так что ищите свой вариант. Вы должны схватить свой вариант. Он будет проговариваться в варианте. Потом это как пазл, все вместе сложится, ваше подсознание все рассортирует. Итак, смотрим дальше. Но я уже сказала, у вас большое будущее, вы будете счастливы вместе. Король Пентаклей – это карта между вами, что будет у вас в будущем. Вы ему показываете 2 Пентаклей, да, с вашей правой стороны, а он вам показывает тоже карту сложную, да, и эта карта говорит о том, что, может быть, была ссора, он вам показывает, слушай, давай не будем ссориться, это 5 меча, давай не будем больше ссориться. Может быть, мы в нашу ссору 3-го человека позвали, а так бывает. Когда люди ссорятся, всегда есть 3-й. Это 3-й может быть троюродный дедушка, кто давно умер,
и его ДНК проснулась, и вот ссора из-за ничего, потому что перевод получился такой, да, перенос, переклад по-народному. Вот, всегда есть третий в ссорах, всегда есть третий. Это ваша мама, которая говорит, что он не мужик, это его мама, которая говорит, она не хозяйка, это всегда третий будет. Это кто-то третий, если у вас треугольник, будет ссора на пустом месте, да. Или у нас, у девочек часто бывает, мы с одним спим, а о другом мечтаем. И этот другой может быть кто-то, и когда-то у нас, может, с ним один раз только было. Но мы его себе украсили в своем внутреннем мире и произвели до святого, как, знаете, в церкви Деву Марию до святого произвели, или у них так, или Дева Мария, или грешница. Точно у нас так. Он или Дева Мария, то есть это какой-то там иллюзорный, может бывший, может быть, кто вас, кстати, даже обидел, но он какой-то был мачо там в постели, да. Вот такой Дева Мария. Ну, вы поняли меня, то есть святой такой, о котором вы думаете, когда с этим спите. А тот, что у вас в постели, вы считаете грешным, что он там гулял, такое все, или же не мужик, не хозяин. Ну, всегда третий присутствует. Девочки, я примеры привожу. Не все берите на свой счет. Как бы чувствуйте свой момент, и ваши моменты, они будут добавляться друг к другу, и расклад будет для вас. Хоть и даром, но как бы доказанный будет. Когда вы расслабитесь вот так и будете чувствовать свои моменты, не все думать, правда, неправда, правда, неправда, правда, неправда. Если так будете думать, никакой расклад вам не поможет, понимаете? А если так будете, окей, мое, не мое, мое, не мое, мое складываем вместе. Так вот, этот мужчина ваш, да, он говорит, слушай, давай не будем больше ссориться, у него один меч в песке, он говорит, все, воевать больше не хочу. Другие мечи он несет на плече, как будто это коса для того, чтобы косить траву. То есть он хочет превратить меч в инструмент созидательный. Кстати, второй очень часто так. Например, в карте «Справедливость», там справедливость – это женщина, он Афина, и она держит меч в правой руке, как бы показывает, смотри, не трожь, с мечом придешь, от меча и пострадаешь. Но она меч не использует для войны, а для мира. Точно так и здесь. Он на переднем плане, он использует меч для мира и говорит, слушай, я больше воевать не хочу. Бросай свои мечи. И давай забудем об этой третьей фигуре из-за какой-то третьей личности непонятной. Как сущность. Эта личность как сущность внедрилась между вами, и вы поссорились у них, anyways. То есть он предлагает мир, другими словами. Вы показываете ему 2 пентакля и говорите, послушай, ну смотри, это или это берешь, да? С одной стороны, у нас с деньгами проблема, а с другой стороны, ты, мне кажется, меня меньше любишь. Вы так ему показываете эти пентакли, да? Потому что пентакли – это важные какие-то вехи, события в вашей жизни, какие-то важные моменты. Но во всяком случае, у вас красная такая шапка высокая, она говорит, что вы его любите. А то, что он бросил меч, он вас тоже любит. И денежки вы показываете недостаточно финансов, из-за этого ссоримся, скорее всего, и бытовуха заела. И карта король Пентаклей говорит, что будет мир, будет быт лучше, или он найдет лучшую работу, или вы наследство получите. Но у вас выровняется вот этот финансовый фон, который такая подоплека любой ссоры. У вас в ногах, да, с левой стороны в ногах 8 чаш, моя самая любимая карта, второе. И это не карта разлуки, как я слышу много. Нет, совсем нет. Это наоборот. Это когда человек уже примирился с прошлым. Все 8 чаш, они устаканены по нумерологии правильно, как пентаграмма, первые 5 чаш и тройка. Как он вынес урок. Или вы, это он, это человек, да, это вы в красном наряде с посохом идете к новым вершинам между вами. То есть, что у вас на пороге? Вы будете новенькое что-то с ним начинать. Это может быть у вас новый дом, новая мебель. Если вы живете вместе, девочки, если еще не живете вместе, это новенький этап, где вы уже обдумываете, будет свадьба, где, когда, кого пригласим. Такие приятные моментики. Либо же вы думаете, съедемся вместе, поживем пока, что, кстати, мудро. Поймем ли мы друг другу подходим, потому что развод – это как смерть. Зачем вам эти эксцессы, да, попробуйте пожить вместе. Теперь уже мы понимаем, что вот эта церковная мораль, это не нужно нам, девочки, на земле другие законы, человеческие, да. Так что может быть так. Но во всяком случае вы будете на пороге стремиться к новым,
к новым каким-то берегам. И неважно, там гора впереди, но это же гора достижения, это хорошая карта. Потом Луна и Месяц вместе. Луна и Месяц, говорю, да, Месяц это такой поэтичный для Луны. Нет, Луна и Солнце вместе, это говорит, что вы все периоды месячные, да, то есть каждый месяц будете меняться, восходить все выше и выше. И Солнце – это ваш путь земной. И смотрите, что у него в ногах. А у него, это вообще мощная карта для мужика настоящего. 10 жезлов. То есть он все в дом тащит, несет, все свои возможности, ресурсы. Зарабатывать хочет для чего? А там домик с красной крышкой впереди. Это тот домик, в который вы идете по 8 чаш. С красной крышкой, то есть он любит вас. Он в красном наряде, а вы в красном плаще. Вы и он на пороге, у вас примирение, счастье и достаток. Полный достаток. Он может построить дом своими мужскими руками. Вот. И он, знаете, нагибается, потому что очень хочет, чтобы у вас все было хорошо. У него с одной, с другой стороны, это рыцарь меча. Вы знаете, он говорит, все, я уже принял решение. Это карта активного мужчины, действенного. В принципе, она хорошая, когда она сочетается с 10 жезлов, ведь карты не работают по одной. И рыцарь меча говорит, что он уже решил, что даже вот победит свои страхи. Видите, как рыцарь берет меч и прямо на звезду идет. То есть решил карьеру сделать, решил с дивана встать, у кого там пьющий мужчина, решил с этим делом бросить. То есть он себе говорит, показывает себе этот меч и сам себе грозит. Он говорит сам себе, все, больше не буду ленивым, больше не буду злым, больше не буду оскорблять женщину, которую люблю. Я какой-то как подонок себя веду. Зачем? Девочки, я как энергоцелитель, предсказатель вам скажу сразу. Бедный он человек. Потому что он не знает, что вот он борется с этим всем. Это, девочки, не он. Это его вот этот род, понимаете, родовые все индуцированные родом, эндогенные, то есть родовые проблемы. Может быть, дед пил, может быть, отец был жестким, может быть, кто-то не смог что-то сделать. У нас ведь какая история, да, брутальная. Он нападает сам на себя. Я бы сказала квантово, как предсказатель, вот если бы он ко мне сейчас пришел, а он пришел, потому что он вместе с вами пришел на расклад, даже если он пришел просто энергетически. Дорогой мой, не сражайся сам с собой, сделай мир сам с собой, потому что когда ты помиришься сам с собой, ты будешь в мире жить с любимой женщиной своей. А смотрите, идет меч, рыцарь меча, он сам на себя нападает, на звезду, а потом сразу спускается на 5 меча, бросил воевать, не хочет больше, устал, утомился и стал что делать? Вместо войны правильно строить дом, 10 жезлов. Строить дом, быть созидательным, спокойным мужчиной и бросить свои вредные привычки обязательно. Очень хороший расклад с его стороны. Давайте еще посмотрим с вашей. Вот как карты здесь гадают. У вас с левой стороны рыцарь чаш. У него рыцарь меча, а у вас рыцарь чаш. Вот и получилось место силы. Да? Рыцарь чаш – это ваш любимый. Он из рыцаря меча, вот из жесткого мужчины превращается в любящего. Девочки, особенно рыцарь чаш говорит, как бы volumes, говорит вам, трубит во все трубы, что вы встретитесь с прекрасным джентльменом, с прекрасным господином, который, конечно, будет вас обожать, любить. И будет у вас с ним счастливая жизнь. Ну вот видите как, каждый должен свой момент почувствовать и сложить их вместе. Так что кто вы для него? Да вы для него любимая женщина, потому что он идет к вам, эту чашу любви несет, на белом коне спешит. А кто он для вас? Ну да, был какой-то рыцарь меча, это правда. Иногда он для вас и непонятный, иногда вы даже его боитесь, вы не знаете, чего от него ожидать, такой спонтанный. Но это характер, это издержки характера. Девочки, характер нельзя изменить, его нужно просто полюбить и в себе, и в наших любимых. Понимаете? Потом я вижу, что вы показываете ему эти 2 пентакля и говорите, давай мы будем, может быть, хозяйство вести более экономично, может быть, да.
В общем, у вас состоится разговор. Вы найдете общий какой-то вопрос, который нужно решить, и решите его. И я вижу здесь со стороны мужчины очень мощные карты. Опять же, это и звезда, и десятка жезлов, и король пентаклей. Так что он достойно будет себя вести. И у вас есть будущее. У вас есть обязательно будущее. Карты вам это показывают. А уже воспользоваться этим всем, уже это дело за вами. Дело за вами. Очень классно, интересно, да? И знаете, Таро это очень часто показывает вот такую интересную мужскую энергетику. Да, здорово. Очень рада донести до вас эту правду. Вот так, мои любимые. Смотрите этот расклад, кстати, даже вот без звука можно иногда просто на карты посмотреть. А также я предлагаю просто слушать. Просто слушать. Хотела сделать экспресс коротенький. Получился немножко длиннее, чем экспресс, но и не очень длинный тоже, да. Так что я надеюсь, что вам подойдет все. Девочки, преподаю Таро, обращайтесь, кому нужно, кто знает. У меня так, купили уроки, ссылка к вам сразу пришла. Вы сохранили у себя ссылку, по ссылке очень много уроков. Очень много уже по ссылке есть. И ссылка живая. Когда я делаю новые уроки, я по ссылке просто добавляю, так что это все бесплатно, новые уроки приходят. У меня очень выгодно и хорошо учиться. Но плюс то, чему меня Джон научил, вы видите в каждом моем раскладе, так что здесь без комментариев. Здесь учителя вы выбираете по тому, как кто работает, да. Видно, как я работаю, как я знаю карты. Здесь видно у меня в раскладах. Всех вас обожаю, люблю. И смотрите, нет безвыходной ситуации, не плачьте. Расклады очень часто показывают, и этот особенно, что мужчина будет стремиться строить с вами и продолжать с вами отношения. Я вас очень люблю, обнимаю, целую, посылаю вам мою заботу о вас. Приходите ко мне всегда, когда вам нужна помощь или хочется просто поговорить с другом. Я вас принимаю на общих раскладах. Если бы я принимала людей отдельно, тогда бы я не вкладывалась так в общие расклады. Да? Это была бы просто реклама того, что я умею, чтобы привлечь кого? Правда, правильно, чтобы привлечь клиента. Но я не имею клиентов. У меня клиенты все бесплатные. Это вы, 1 миллион подписчиков. Дорогие мои любимые друзья, все вы мои клиенты. И не нужно платить, потому что я знаю, что эзотерика – это духовность. А духовность, она бесплатная. А я просто проводник. И ваш лучший друг. Так что встретимся с вами на моих предыдущих и будущих видео. И до новых встреч, друзья любимые. Пока-пока.